Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Дилан идет к Гэже Сабихи и говорит, что принимаете решение, либо скажите правду сейчас, либо больше не приходите сюда. Госпожа Сабиха поворачивается к Барану и говорит: «Я понимаю, что ты не хочешь меня видеть, но позволь Хевину остаться с тобой, пожалуйста, только тогда я почувствую себя спокойно». Госпожа Сабиха поворачивается и уходит, не оглядываясь. Дилан плачет за ее спиной и говорит: «Я не понимаю, почему он так с нами поступает». Баран обнимает ее и пытается поддержать. В то время как госпожа Сабиха видит Хасана и собирается последовать за ним, госпожа Азади кричит и спрашивает: «Вы видите, как она идет, что делает эта женщина, не оглядываясь назад?» Когда Хасан ничего не говорит, госпожа Азади говорит: «Я узнаю, что происходит». Когда Сабиха выходит из комнаты и говорит Хевину, что Дилан больше не хочет меня видеть, Хевин спрашивает: «Как дела?». Когда госпожа Сабиха говорит, что Дилан прав, я вошел в ее жизнь и не доставил ей ничего, кроме неприятностей, Хевин говорит, что вы делаете все это, чтобы защитить Дилана. Госпожа Сабиха говорит, что это правда, но с этого момента вы останетесь с Диланом и оставите Дилана на попечении Хевина. Пока Дилан говорит о том, почему он очень расстроен, Баран пытается его успокоить, потому что он не знает, что делать. Он также говорит, что если ты собираешься быть таким грустным, значит, тебе очень трудно сохранять такое расстояние между тобой и твоей матерью, ты очень ее огорчил. Дилан говорит: «Нет, так же, как она рисковала быть разлученной со своим ребенком, я тоже могу рискнуть остаться без матери». Пока Харун и Ясмин думают, как сказать, что они потеряли конверт, приходят Джевдет и Цеврии. Харун и Ясмин не знают, как действовать, и хотя Харун не может этого вынести и хочет признаться, Ясмин говорит, что они очень старались спрятать конверт. В этот момент Джевдет собирался сказать, что конверт у Цеврии, но Цеврия остановил его. Когда Харун оставляет их с Ясмин, Джевдет спрашивает: «Все в порядке, но у тебя есть конверт, почему ты не позволил мне сказать тебе?» Когда Цеврия объясняет: «Неважно, они таким образом узнают друг друга», Джевдет говорит, что они тебя боятся. Когда Дилан разговаривает с Бараном, она немного расслабляется, и когда Баран спрашивает: «Ты уверен в этом?», Дилан отвечает, что «Я не знаю, но мы могли бы понести гораздо больший ущерб, я тогда совершил ту же ошибку, не знаю. Знаю, как ты терпела мое молчание, но я не мог вынести молчание матери». Баран объясняет, что «Я не выдержала, я сдалась, потому что очень тебя люблю». Затем Баран вспоминает, о чем тогда говорил Дилан. Он говорит: «Я все еще чувствую сожаление о том, что причинил тебе боль тогда, поэтому я не хочу, чтобы ты тоже страдал от этой боли, надеюсь, твоя мать поймет, пока не стало слишком поздно». В этот момент к ним подходят господин Кудрет и Джихан, и Дилан выходит из комнаты. Харун и Ясмин продолжают искать конверт и много спорят во время поисков. Когда Ясмин говорит: «Я придумала отличную идею», Харун спрашивает, что это такое. Пока Хавин находится в беседке, к ней приходит Дилан и говорит: «Ты знаешь, что скрывает Сабиха Ханем, это не предательство, наоборот, это хорошее дело». Затем Хевин говорит Гэже Сабихе: «Я предал ее только один раз», и звонит Кудрету Бею, чтобы сообщить ему, где находится Дилан. Хевин просто говорит: «Я ничего не знаю, просто верь своей матери». Пока господин Кудрет разговаривает с Бараном и Джиханом о том, что Джавахир – человек, совершающий грязные дела, Хасан подслушивает у двери. Когда Баран узнает, что за подонок Джавахир, он злится и бьет по столу, потому что знал это. Господин Кудрет говорит, что хорошо, что вы вовремя расторгли с ним договор, иначе он мог бы еще больше навредить нам. Баран говорит, что все будут начеку, и мы будем держать этого человека подальше от нашей семьи. Если Хасан Баран узнает об инциденте с контрабандой, следующее событие станет неожиданностью. Он позвонит Джавахиру и скажет, что нужно что-то делать, и спросит, собирается ли он что-то делать. Джавахир говорит, что я не собираюсь спрашивать тебя, что делать или нет, и когда он кладет трубку,
Хасан злится на себя и спрашивает, как ты попал в руки этого маньяка. Затем Ферат приходит к нему, пока он разговаривает по телефону, и говорит, что Баран расследует дело о контрабанде. Мой глупый сын, ты знаешь, что произойдет, когда он узнает, что ты замешан в этом бизнесе. Когда вы говорите, что поймите, что выбрали не ту сторону, когда все раскроется, Ферат говорит, отныне меня не волнует собственность, я извлек уроки из ошибок, которые я совершил, поэтому далеко точка. Тем временем Гуль наблюдает за ними издалека и говорит, что Хасан ага снова распространяет свой яд. Когда госпожа Азади приходит в дом к Сабихе и говорит, «Я пришла попросить отчета, я пришла узнать, что вы делаете за спиной моей семьи, скажите мне, что вы скрываете», Сабиха замолкает. Когда госпожа Азади оказывает давление на Гэжу Сабиху, госпожа Сабиха говорит, «Если бы я сказала вам, я бы сказала это своей дочери». Госпожа Азади говорит, «Вы говорите, что не можете быть матерью для моей дочери. Дочка – это трудный вызов». Госпожа Сабиха говорит, что я вас понимаю, но не хочу проявлять к вам неуважение, я делаю то же, что и вы, и защищаю свою семью. Когда госпожа Азади говорит, что я остановлю вас, что бы вы ни сделали, госпожа Сабиха говорит, что если вы умны, вы не остановите меня, потому что я буду не только защищать свою дочь, но и защищать всех Карабеев. Госпожа Азади отвечает, мы защитим себя. Гуль говорит, я видел, как ты пришел в Ферат и поговорил со своим отцом, он снова тебя раздражает. Ферат злится, потому что связь между ним и его отцом настолько плохая, и спрашивает, почему кто-то так обращается с его ребенком. Он успокаивает Гуля, что ты открыл чистую страницу в своей жизни, и мы не позволим твоему отцу ее запачкать. Дилан и Берен собираются отправиться в больницу на осмотр ребенка, и Дилан беспокоится о том, насколько хорошо чувствует себя ребенок. Берен говорит, что с ним все в порядке, не волнуйся, пойдем. Они вместе отправились за отчетом Ясмин из больницы. Харун сказал, мы очень ненадежные люди и не сможем защитить конверт. Хевен приходит в больницу с Бараном и Диланом. Дилан думает, что боится услышать что-то плохое о ребенке, и ей не по себе. Когда они входят, перед ними появляется госпожа Сабиха и зовет Дилана, но Дилан отдергивает руку Барана и говорит, пойдем. Хевен зовет мисс Дилан сзади, пожалуйста, не делайте этого, мисс Сабиха делает все возможное, чтобы защитить вас, она не заслуживает того, чтобы так расстраиваться. Когда Дилан говорит, что причиняет вред, пытаясь защитить ее, Баран говорит, давай, мы опаздываем, и они продолжают. Когда Гуль стоит перед Хасаном и говорит ему убрать эти грязные руки с Ферата, Хасан говорит, ты обманул моего сына кокетством и кокетством, неужели это зависит от тебя? Я его отец. Посмотрим, сможешь ли ты защитить его, как в тот день, когда он потеряет к тебе энтузиазм. Роуз, это не значит, что ты никогда не поймешь, я бы хотел, чтобы ты любила и защищала его, как когда-то его отца, но обидно, говорю тебе в последний раз, он говорит, убери от нас свои грязные руки и уходит. Когда врач молчит во время осмотра ребенка, Дилан и Берен с беспокойством спрашивают, что случилось, что-нибудь не так. Врач говорит, что ребенок совершенно здоров и никаких проблем нет. Госпожа Сабиха объясняет, что в больнице произошел инцидент, связанный с органной мафией, и что инспекторы расследовали его, и что у нее были проблемы. Когда он видит, что Дилан и Берен выходят из кабинета врача в хорошем настроении, он говорит, по крайней мере, они счастливы, не оставляйте мою дочь и не говорите о том, что здесь произошло, не позволяйте ей грустить. Мой дорогой точка. Харун и Ясмин снова узнают пол ребенка в конверте, и когда ни один из них не может доверить конверт другому, они решают открыть его и выяснить, даже если он потеряется, это не будет проблемой. Ясмин очень счастлива, когда открывает конверт и видит пол, затем Харун улыбается, когда берет его и видит. Когда Берен говорит Дилану, что о ребенке не стоит беспокоиться, Дилан соглашается. Пока Берен разговаривает с Диланом, с ними находится Хевен, и Дилан внезапно понимает, что Хевен несчастлив. Он спрашивает, что случилось, но Хевен отвечает, «Ничего, мисс Дилан».
Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.